Началось в деревне утро. Всем привет! А у нас уже весна. Вовсю цветет миндаль. Вот эти цветущие деревья – это все миндаль. Хочу показать солнышко. Вот оно уже как светит у нас в 8 утра. Сейчас хочу полить орхидею свою. Мне сказали, что нужно опрыскивать каждый день листья, а поливать раз в 2 недели. И пересадить орхидею, чтобы корни были в прозрачном горшке, что корни питаются светом. Вот, кто знает, так ли это важно, обязательно ли мне пересаживать в прозрачный горшок, потому что выглядит не очень-то красиво. Вот в этом горшке мне нравится больше. Ну а сейчас я выхожу на свою ежедневную прогулку. Вот такой вид меня ожидает за дверью. Здесь у нас такое большое развесистое миндальное дерево цветет, если передает жужжание пчел. Сегодня надо прийти, уже погода солнечная, помыть столик и стулья. Вот я выхожу со двора. Меня сопровождает мой верный песик Бобби. Бобби, Элла, пошли. Пошли, Бобби. Пойдем. Выходишь, нет? Или я одна сегодня пойду? Пошли. А вон наши местные кошки. У них сейчас март. Брачный сезон. Наш мусорный бак. По средам и пятницам у нас забирает мусор. Вот они, горы. Да, Бобби, пошли. Пошли. Уходим. Идем. Бобби. А, вон там высокая гора снежная. Туда ездят на снег кататься. Здесь-то у нас снега не бывает, а в горах очень редко. А в горах. Вот. Соседские собаки бдят. Ну все. Я пошла. Еще раз хочу показать цветущий миндаль и разницу. Вот есть белый и есть темный. Да, это горький и сладкий. То есть горький его не ешь. И вот мой маршрут протекает туда, вдоль горы. Кстати, наверное, не рассказала, почему я стала каждый день гулять. Это как альтернатива фитнесу. Потому что, когда я жила в Питере, я ходила и на флекс, и на стретчинг 2 часа, а потом еще 2-3 часа кизомбы и бачаты 5 дней в неделю. А когда приехала сюда, ну, соответственно, из города в село, из одной стороны в другую. В Греции не так любят активность. Вот, и поэтому я стала ходить, чтобы как-то поддерживать себя в форме, да, и не набирать лишний вес. И в результате влюбилась вот в такие прогулки. Вот свежий воздух, горы. Очень живописные деревни, но я живу здесь в деревне в новом районе. Есть старый район, но деревня, да, сравнительно молодая. А вот старые греческие деревни, они такие красивые, этнические, прям контрастные. Очень люблю. Вот мой путь сейчас. Сегодня у меня 3 маршрута. Один длинный, короткий и средний. Я сегодня иду по среднему, потому что мне нужно зайти в супермаркет и кое-что купить. Хочу показать еще один из тех видов, из-за которых эти прогулки стали для меня чем-то большим, чем физическая активность. Время, когда я могу замедлиться и насладиться моментом. Ой, вот он, домик с аистами. Здесь много всяких фигурок. Аисты на крыше. И вон там стоит вдалеке фигурка садовника. Первое время я часто пугалась, думала, что это человек. А это фигурка садовника. Ну а теперь хочу показать часть своего маршрута, которую я назвала «Восхождение». Потому что рельеф Греции – это суша, это горы. И поэтому все поселки, жилые какие-то поселения, они у подножия гор.
И местность неровная, холмистая, вверх-вниз, вверх-вниз. Здесь еще мягко. Вот. И это то, что спасает меня от ожирения после моей выпечки. Чем больше, если я много съела, тем больше я гуляю. Вот так. Вот так выглядят греческие деревушки. А вот здесь идет ремонт. Кошечки здесь везде. Все любят кошечек. Это женщина, которая сейчас... Калимера! Еще один красивый вид из моего маршрута. Это уже я поднялась. Вот так близко у гор, прямо у подножия располагаются греческие деревни. А вон на вершине разрушенная крепость. Мы туда с мужем поднимались. Мы уже облазили здесь все мини-горки. Я уже подошла к супермаркету, а это Джимми, наш общий сельский пес. Все мы его кормим, подкармливаем. И я тоже иногда в супермаркете покупаю влажный корм собачий и угощаю. Джимми, привет! Дай лапу, друг. Я уже в супермаркете. Просто так пройдусь, покажу приблизительно, что внутри греческого маркета. Так. Сейчас хочу показать локацию вокруг супермаркета. Вон там типурная, где собираются местные дедушки, пьют с утра кофе, а по вечерам типуру, или не знаю, что они там делают, но это постоянно. Дальше идет рыбная лавка и мясная лавка. Вот. Вот серая крыша, вернее серый козырек с белой надписью, это кондитерская. Вот там дальше вот эти козырьки. Но что-то сейчас никого не вижу. А, пьют кофе. Это пекарня. Их несколько в деревне. Вот. А вот это непосредственно и сам супермаркет. Вход. А это вот по моему маршруту пролегает местная церковная лавка. Кто был в Греции, кто знает, знает, что греки очень набожны, постоянно ходят в церковь. Здесь очень это распространено. Везде очень много церквей, монастырей, церквушек, маленьких часовен. Хочу показать еще один миленький домик, как пока иду обратно. Вот так греки любят свои дома, оформляют. Ну, особо любят, конечно, они растительностью оформлять, но и камнями тоже, как я. Сейчас подхожу к своему подъему, но по дороге вот такой дом. Это нормально. Греки любят строить 2-3 этажа. Это сразу для сына, для дочери. В общем, вот так они все живут. На первом этаже родители, на втором, третьем дети с семьями. А вот он и мой обязательный подъем на обратном пути, откуда бы я ни возвращалась. Не знаю, на камеру видно, что это подъем или нет, или он выглядит как дорога. Вот. Обязательный мой подъем, откуда бы я ни возвращалась пешком, я буду подниматься по нему. И вот такой вид открывается на гору, на которую мы тоже, кстати, поднимались. Я уже дома. Вот он, мой передний дворик после зимы. Выглядит как натуральный стиль, потому что мы еще руки не прикладывали к нему. Вот. Но скоро он будет выглядеть более аккуратно, более красиво и более ухоженно. Бобби уже ждет. В жару он здесь отдыхает. Захожу во двор. Вот мои уже заготовки камни с моря. Пока еще не совсем придумала, как я буду декорировать, что я буду с ними делать.
Так, Бася, привет. Она уже пришла на обед. Кошечка, которая пришла ко мне осенью, так у нас и осталась. Да, Бася? Скоро будем обедать. Пришла домой, а здесь угнездилась Сани. Ждет. Ждет тоже обеда. Сани, привет. Я уже дома. Решила взять тайм-аут. Выпить, хотела сказать, чашку чая. Но чашкой это вряд ли назовешь. Это у меня сиротская кружка. Чай я пью только из таких больших кружек. Вспомнила, что есть финики. Полазила в своих закормах. Вот. Буду пить с такими финиками. Как всегда, в сопровождении, в компании Сани. Она тоже любит погреться на солнышке, полюбоваться видом. Вот. Ну а за кадром за это время я с утра уже высушила белье и подушки на солнце, убрала, уже все заправила. Постирала белье, развесила. Ну, сейчас отдохну, попью чай и пойду на кухню. Да, кстати, о чае. Если в Греции вы гуляете и захотите где-то выпить в кофейне, в кафе, выпить чашку чая, то чай вы нигде выпить не сможете, потому что его просто здесь не продают. Греки пьют исключительно кофе. Живой яркий пример, почему я как-то над этим задумалась, натолкнулась. Недавно мой брат приезжал со своей супругой. Было еще прохладно в октябре, в ноябре. Вот. Мы искали место, хотели попить чаю, но нет. И пришлось довольствоваться кофе. Здесь у меня голень индейки. Это наша домашняя птица. Мы держим индюков и кроликов пока. Но собираемся еще и курей завести. Мы год держим, год не держим, чтобы были свежие яйца. Вот. Из этой голени хочу сварить суп-лапшу. Теперь пришло время подкормить мою закваску. Вот. Подкармливаю я один раз в день. Сегодня я мешаю пол-ложки муки обычно и пол-ложки муки с отрубями. Очень она меня слезно об этом просила. И столовую ложку воды комнатной температуры. Хорошо мешаем, чтобы она была пушистая, пористая. Все. Завтра можно печь хлеб. Мой суп из индейки готов. Наконец-то я смогу сесть и перекусить. А в прикуску у меня это салат из редьки, точнее из дайкона по-корейски, кимчи из дайкона. И бурые помидоры соленые, которые я осенью тоже солила сама. Если кто-то, как я, у кого-то, как у меня, время трапезы, то всем приятного аппетита. А сейчас мой любимый пастайм. Это время выпечки. Если кто видел мое первое видео, то там была мини-распаковка, где я показывала вот эту новую форму для кекса. Я хочу ее сегодня протестить. Я буду печь кекс столичный. Если раньше я пекла в классической форме длинной, то сейчас хочу попробовать вот в этой форме. Если кому интересно, рецепт я оставлю в описании. Приступаю к выпечке кекса. Духовку я заранее нагреваю до 160 градусов, вверх и низ, без конвекции. Вот у меня заранее заготовленная форма, она смазана сливочным маслом и посыпана мукой, потому что я не знаю, там как будет прилипать или нет, но на всякий случай подстраховалась. Так, все продукты, естественно, должны быть комнатной температуры. В первую очередь мы взбиваем масло.
добавляю сахар с ванильным сахаром, у меня уже здесь смешанный. И взбиваем масло с сахаром. Следующий этап — это яйца. Добавляем щепотку соли. Яйцо размешиваем. И постепенно добавляем яйцо до растворения сахара. Тесто получается достаточно густое, долго его замешивать не надо, но уже готово, все смешалось, все ингредиенты смешались. А теперь выкладываем в форму. Тесто я немножко разровняла, и теперь, если в прямоугольной и удлиненной форме я делала вот такую бороздку, здесь я сделаю крестик, потому что середина этого кекса очень сильно поднимается, чтобы он не треснул. Так. Бороздка не очень-то и получается. Но ничего страшного. Кекс наконец-то испекся. Из-за того, что форма другая и слой получился толще, пекся он не как обычно от 55 минут до часа 10, а пекся он час 30. Вот теперь, когда он остынет, можно вынимать из формы и лакомиться. Пока разговариваем о кексе, хочу сказать, что у меня не получилось кадра, когда добавляю изюм и муку. Сначала добавляем изюм, а потом муку, потому что я не нажала на камеру. Вот, техническая сторона у меня сейчас очень слабая, потому что я никогда не снимала раньше. А сейчас я снимаю сама, муж на работе. Так что простите меня, дорогие. Вот, надеюсь, у вас все получится, если вы надумаете испечь этот кекс. А я постараюсь больше не допускать таких ляпов. Кекс наконец-то остыл. Вот я его разрезала. Такой он в разрезе. Уже и заварила кофе. Вот кекс, много изюма. Желающие присоединиться к кофе, пожалуйста. А я с вами прощаюсь. Надеюсь, видео было интересным и полезным. Увидимся в следующем видео.